Небольшой экскурс в историю современной магии и в наше время массовым распространением использования веществ общество обязано Алистеру Кроули и Кастанеде. Кастанеда – американский писатель, поэт, этнограф и мыслитель эзотерической ориентации и мистик. Одно из его известных произведений «Учение Дона Хуана» стало эзотерическим бестселлером. Учение использовало как один из растительных помощников для вхождения в измененное состояние сознания. Достоверность описываемых фактов в этой и всех последующих книгах Кастанеды обсуждались, начиная с момента их публикации, и четких подтверждений реальности произошедших событий нет. А вот Алистер Кроули уже совсем другое дело. Алистер Кроули – это английский оккультист, церемониальный маг, поэт, романист, альпинист и художник. Он основал традицию телема, базируясь на знаниях Ордена Золотой Зари, египетской мифологии, индуистских и буддистских учениях. Вне зависимости от действительно огромного вклада в развитие эзотерики, Кроули провел исследование штучек и их воздействия на тело и разум, широко экспериментируя на себе. Итог был плачевен. Он подсадил большую часть западного оккультного общества на тяжелый пиздец. Но это не помешало ему оставить после себя массу материалов, отчетов об употреблении и еще много чего другого. В Париже он активно экспериментировал с и попутно приобщив к этому занятию писателя Дрейзера, а в Берлине и Хаксли, автора «Нового прекрасного мира», Нобелевского лауреата. Кроули пытался бороться с зависимостью, написал даже книгу «Дневник наркомана». Он даже заявлял, что магия помогла ему якобы справиться с зависимостью. Но, к сожалению, увы. В 20-х годах Кроули основывает аббатство Телема, а в своем кабинете, как описывает историк Джон Саймонс, хранилось вино и ликеры и бренди были доступны для всех. Один из известных обрядов со штучками был произведен в Париже. Кроули и Нойбург провели 6-недельный парижский ритуал. Период интенсивных ритуалов, включавших употребление сильнодействующих, во время которых они призывали богов Меркурия и Юпитера. А в рамках ритуала совершались акты сексуальной магии, к которым время от времени присоединялся журналист Уолтер Дюранти. Кроули стал очень известной персоной, и в его ритуалах поучаствовало большое количество практиков, попутно заимствуя методы работы, в том числе и штучки. Вот так вот, благодаря порокам одного влиятельного мага, магическое общество обзавелось страшным бичом. Теперь же перейдем непосредственно к тому, как используется алкоголь в практике в наше время, как он влияет на человека, где и как используется и для чего нам все это. Продолжение в следующем видео.